Свежее важное заявление Зеленского. Зеленский прямо заявил, Украина готова сесть за один стол с Россией и США в Азербайджане, если Москва вообще захочет говорить на языке дипломатии, а не ракет. Сцена разворачивается в Габале сразу после закрытой встречи с Ильхамом Алиевым. Президент Азербайджана не случайно выводят в кадр как возможного хозяина будущих переговоров и, по сути, нового держателя площадки вместо привычной Европы. Чтобы понять, почему это важно, нужно вспомнить цепочку тайных и полуофициальных контактов последних месяцев. Январские раунды в Абу-Даби, где за столом уже сидели Украина, Россия, США, февральскую Женеву, куда стороны договорились перенести трехсторонний формат, и обсуждение в Вашингтонском новом попытке усадить Москву и Киев за один стол. Тогда эти встречи подавались как технический обмен позициями, проверка готовности к перемирию, обсуждение вариантов прекращения огня по секторам, полное энергетическое в море и небе. Сейчас ставка ставится политической, становится, в игру открыто входит Баку. Фраза Зеленского о том, что Украина готова к трехсторонним переговорам в ближайшее время и именно в Азербайджане, звучит как приглашение сразу двум игрокам: США как гаранту формата и России как стране, которая пока публично заявляет, что не видит четко сформулированной инициативы. А при этом Киев последовательно повторяет одну и ту же линию. Страна готова к диалогу в любой момент и в любом предложенном формате. И в любой безопасной стране. Причем среди приоритетных площадок раньше назывались Турция и государства Ближнего Востока. То, что в этом списке теперь отдельно выделяется Азербайджан, не дипломатический жест вежливости, а сигнал Баку с его отношениями и с Киевом, и с Москвой может стать новым центром тяжести в этой теневой дипломатии. Но самое интересное в этой истории не сама формула «мы готовы к переговорам», а то, что скрывается за выбором именно Азербайджана. Вспомните, как ранее Баку уже вмешивался в чувствительные треки от участия в переговорах по обмену пленными между Украиной и Россией до параллельной линии с Вашингтоном и Москвой по региональной безопасности. Для Алиева это шанс закрепить статус страны, которая не просто между конфликтами, а управляет коридорами гуманитарными, энергетическими, политическими. Для Киева возможность уйти от усталой европейской сцены, где каждый жест считается через призму внутренних кризисов ЕС, и перенести игру туда, где еще есть ресурс неожиданности. В этом пазле остается главный недостающий элемент – Москва. США уже доносят до союзников, что считают новые переговоры возможными. Зеленский публично подталкивает процесс, называя сроки ближайшей недели и призывая хотя бы к пасхальному перемирию. Россия отвечает стандартной формулой про отсутствие понятных инициатив. Но в тени уже шли и идут контакты Абу-Даби, подготовка Женевы, согласование составов делегаций. Если Кремль примет азербайджанскую площадку, это будет означать одно: за закрытыми дверями уже есть понимание, что формат Украины, России и США не умер, а просто мигрирует из Персидского залива и Европы в Закавказье. Самая тревожная деталь в этой картине – скорость. В январе и феврале стороны уже обсуждали только технические параметры будущих соглашений и обменов. В марте Вашингтон говорит союзникам, что видят шанс на новые переговоры. А уже сейчас Зеленский предлагает конкретную площадку и подталкивает Москву к ответу. Это похоже не на медленную дипломатию, а как на гонку с таймером. Чем ближе к решению, тем хоть временному, хоть поэтапному, тем больше рисков, что кто-то попытается сорвать процесс резким обострением на фронте или ударом по энергетике. Вопрос, который завис в воздухе: пойдет ли Кремль в Азербайджан, или вместо переговорного стола мы увидим еще одну эскалацию, призванную доказать, что говорить пока нечем. Собственно говоря, время покажет, посмотрим, последим.